Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео 7 вариантов жизни по Дружинину. Сразу хотим отметить, что чистые варианты практически не встречаются в жизни. Они, как правило, либо как кофе 2 в одном, 3 в одном, или же сменяют одна другую на протяжении всей жизни. Итак, перейдем непосредственно к первому варианту. Жизнь как предисловие. В этой модели жизни человек все время думает, что у него все еще впереди. Он будто маленький ребенок, которому нужно повзрослеть. В нем присутствует огромная уверенность, что самое главное и обязательно хорошее произойдет с ним завтра, и обесценивает то, что происходит с ним сегодня. Так как он переживает за завтрашнюю жизнь, то не испытывает радости за сегодняшнюю. Он лишь ощущает невероятную тяжесть повседневного существования. У человека, который выбрал вариант «жизнь как предисловие», сама жизнь превращается в вечный поиск, найти то, сам не знаю что. И что самое интересное, даже если он находит желаемое, то не получает никакого удовольствия. Это так же, как в детстве, когда ребенок хочет велосипед, и он себе говорит: вот вырасту и обязательно куплю себе велосипед. А когда вырастает и желание становится явью, то этот велосипед ему уже и не нужен. Он нужен был тогда, в детстве, когда все ребятишки во дворе играли на перегонки. В основе своей человек чувствует себя по меньшей мере неполноценным. Вечный стресс и нескончаемый путь и миллион трудностей на нем. Он находится в поиске того самого идеального момента, когда все планеты выстроятся в ряд, и только тогда начнет действовать. А до этого момента страдает от нереализованности собственных идей. Второй вариант. Жизнь как творчество. Если человек выбрал эту модель жизни, то с уверенностью можно сказать, что он все делает от души и только по зову сердца. Вот как чувствует, так и делает. Ему сложно сделать что-либо по требованию родителей или начальства. Все зависит непосредственно только от его инициативы. Такой человек не думает о прошлом, не особо задумывается, что будет завтра. Точнее сказать, он просто живет сегодняшним днем. В основном творческий человек поглощен своими переживаниями и идеями, которые старается воплотить в жизнь немедленно. Он не особо внимателен к делам семьи, его практически не интересует, что происходит в мире, он сосредоточен на себе. Также он имеет повышенную ранимость и чувствительность к взлетам и падениям. Человека, который выбрал модель «жизнь как творчество», просто невозможно представить живущим по графику. Даже если и жизнь его заставит это делать, то ему придется вести двойную игру – жить как надо для общества и выделять время на себя любимого. Третий вариант. Жизнь как достижение. В этой модели жизни человек является деловой личностью, которая практически всегда готова к действиям и саморазвитию. Такой человек будто навязывает себя этому миру. Он постоянно стремится в будущее, при этом зачастую забывает о настоящем. Мало того, мир воспринимает через призму собственных ожиданий. У человека, который выбрал вариант «жизнь как достижение», оценка настоящего времени обычно негативная. Но он верит в позитивное будущее. Ему вечно чего-то не хватает, он не готов довольствоваться малым. У него мнение таково, что он отличается от других людей своей внутренней силой воли и способностями. Он считает, что его шансы на победу высоки, поэтому уверен, что в ближайшее время все изменится к лучшему, именно благодаря его действиям и усилиям. Одним словом, оптимист. Если он взялся за какую-то работу и у него появляется преграда на пути, которую невозможно преодолеть, он ищет другой способ достижения своей цели. Один, второй, третий, не получилось? А вот четвертый уж точно должен сработать. Так работает мозг только у настоящего оптимиста. Есть у человека достижение и другая сторона медали – негативная. При огромном стремлении к достижению целей появляется неприятная спутница – мания всемогущества. Желания порой бывают настолько высоки, что человек действия забывает. Не все средства хороши в достижении его целей, а окружающие люди – это не расходный материал, попользовался и выкинул неверное отношение. Благо, мания всемогущества не такое уж и частое явление. Четвертый вариант. Жизнь как сон. В этой модели поведения у человека отсутствует желание создавать или придумывать что-то новое. Он хочет находиться будто в вечном сне. Быть спокойным, умиротворенным, чтобы не было тревог и забот, чего в реальной жизни просто невозможно без особых тренировок. Человек при малейших трудностях впадает в состояние детства, где не было проблем и боли, где ему было спокойно. Он любит мечтать и какое-то время пребывать в своих грезах, подальше от реальности. Зачастую, чтобы как можно быстрее сбежать в этот мир грез, человек употребляет алкогольные напитки. Но есть еще один способ
Это всеми известный виртуальный мир с помощью компьютера, смартфона или очков виртуальной реальности. Уж где-где, а там спрятаться очень легко, и оттуда достать человека не так-то и просто. Существует еще и третий пассивный способ ухода в мир грез – прослушивание музыки. Как пишет Дружинин в своей книге «Уход молодых людей в грезы», сновидение наяву является вызовом, болезненным ответом тем взрослым, хозяевам жизни, для которых жизнь – целедостижение. Пятый вариант – жизнь по правилам. В этом случае человек подчиняется правилам, ритуалам или внешнему сценарию. Такая жизнь для него очень удобна, потому что строить планы, прогнозировать свое будущее и тем более сомневаться не нужно. У него нет собственного выбора, есть только правила, которым нужно точно следовать. За него давным-давно все решили, и если он не знает, как поступить в данный момент, обязательно найдутся люди поавторитетнее, которые расскажут ему, что и как нужно делать. Когда человек принимает позицию «жить по правилам», он получает понимание от родителей и некое одобрение от окружающих. Единственное, о чем и беспокоится человек, так это за то, что внешние факторы могут навредить его стабильному течению жизни. Он не стремится переезжать из города в город, менять место работы и уж тем более переселяться в другую страну. Человек, живущий по правилам, является хорошим работником, отличным супругом и законопослушным гражданином, и следует правилам той группы, в которой он находится. Есть и негативная сторона этого варианта жизненной стратегии, когда окружающие так и норовят нарушить правила, а человек яро выступает за соблюдение этих самых правил, то он автоматически становится козлом отпущения. При таком условии уверенность в будущем дне уменьшается, а тревожность повышается. Поэтому люди, живущие по правилам, очень часто становятся потенциальными клиентами психотерапевтов и психоаналитиков, а также различных экстрасенсов, целителей и колдунов, чаще всего шарлатанов. Шестой вариант. Жизнь – трата времени. Если человек выбрал эту модель поведения, то у него нет забот и обязанностей. И есть достаточное количество средств на существование в этом мире. Например, это может быть ребенок, живущий за счет родителей, учеба выбирается так, чтобы не приходилось тратить на нее много времени. Или же человек преклонного возраста, который смог сколотить свое состояние и больше ему не нужно работать. Дети уже выросли, живут своей жизнью, внуки подрастают, а дом оказался пуст. Единственное, чего он ждет, это когда наступит вечер, солнце спрячется и можно будет полить огород. Еще один вариант – это когда муж на работе, разбираться в его финансовых делах неохота, есть стандартные обязательные действия: фитнес, массажи, спа, маникюр, и остается очень много свободного времени. Время для такого человека тянется очень медленно. Порой оно кажется бесконечным, скучным и ничем не примечательным. Жизнь превращается в простую трату времени. Человека преследует ощущение, что все, чем он занимается, это бессмысленно. Поэтому он начинает искать различные способы, чтобы это исправить. И первое, что приходит ему в голову, это развлечение, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Отсюда появляются навязчивые идеи что-то купить, куда-то поехать, заняться экстремальными видами спорта. К слову, все то, от чего можно получить незабываемые эмоции и необычные ощущения. Однако и тут можно столкнуться с проблемой, что все, что хотелось, уже получено, и больше нечего желать. Тогда человек попадает в руки рекламодателей, которые могут предложить сотню интересных идей для его запоминающегося времяпровождения. Выбор этой стратегии жизни говорит о том, что человек потерял смысл и вкус жизни. Потому-то появляется острая необходимость обратиться к психоаналитику или психотерапевту, чтобы разобраться в себе, перестать транжирить деньги и перестать жить под девизом «день прошел и слава Богу». Седьмой вариант. Жизнь против жизни. В этом варианте человек считает нормальным как получать, так и отдавать агрессию и ненависть. Это человек, который получил глобальную психологическую травму. Вероятнее всего в далеком детстве, когда его били, унижали или жестоко издевались над ним. Он привык воевать с этим миром в одиночку и воевал даже тогда, когда бой оказывался неравным. Такой человек думает, что он борется со злом и наделяет себя правом решать, кого бить, а кого нет, вплоть до того, кому жить, а кому нет. При этом он не замечает, что разрушает не только окружающий его мир, но и самого себя. Дружине считают, что этот вариант жизни выбирают люди в основном с явными и неоспоримыми патологиями. Они антисоциальные, отстраненные и желающие уничтожить все на своем пути.
Напоминаем, с вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, какой вариант жизни вы у себя обнаружили. Ставьте лайк, если видео понравилось. И не забывайте подписаться на наш канал. Ну а на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.